В этом видео я покажу, как вышить глаза вязаной кукле. Как связать такую куклу, можно посмотреть в отдельном видео. Ссылка в описании под видео. Вышиваем глаза. Отступаем от носа один ряд столбиков вверх. Это будет нижняя граница глаза. Я рисую сразу карандашом. Высота глаза 3 ряда столбиков. Расстояние между глазами 3 столбика. К серединке глаза и по бокам глаза будут сужаться, иметь заостренную форму. Ширина глаза 5 столбиков. Зрачок черного цвета располагаю не посередине глаза, а немного к центру. На 2 глазах одинаково. Они будут занимать место из 4 столбиков. Можно сразу нарисовать. 1 столбик пропускаем. И эти 4 столбика это будет зрачок с бликом. И вот эти. Блик смотрит в одну сторону, например, туда. Начинаю вышивать. Использую нитки мулине. Беру нить и разъединяю ее на 2 части. Беру всего лишь 3 тонкие ниточки. Начинаю вышивать верхний контур глаза черным цветом. Делаю стежки как бы петельками. И здесь к уголку глаза я вышиваю просто обычным стежком. Берем половину нити мулине, то есть 3 тонкие нитки белого цвета, и вышиваем блик. Находим 4 столбика, которые мы выделяли для черного зрачка, и начинаем вышивать блик с середины и двигаемся к внутренней стороне глаза. Вышиваю обычными стежками. Сразу можно вышить белым цветом нижний контур глаза. Вышиваю петельками.
Теперь вышью зрачок черным цветом. Также вышиваю петельками. Стараюсь придать зрачку круглую форму. В местах, где нужно вышить небольшое пространство, вышиваю просто обычным стежком. Теперь вышиваю цветную часть глаза. Двигаюсь вокруг зрачка в 2 ряда. Также вышиваю петельками. И вышью еще 3-й ряд, только с этой стороны. Здесь вышивать не буду. Оставшееся пространство здесь и немного здесь вышиваю белым цветом. Немного подкорректирую верхний контур глаза. Нарисуем как бы стрелку. Продолжим верхний контур глаза немного дальше, к внешнему углу. Теперь беру нить темно-коричневого цвета, беру всего лишь одну тоненькую ниточку. И вышиваю по контуру нижнюю границу глаза. Обычными стежками.
Теперь вышиваю тонкую линию над глазом. Расстояние от верхней границы глаза до этой тонкой линии примерно пол столбика. Это будет как бы складочка над веком. Берем черные нитки, отделяем также одну тоненькую нить и вышиваем реснички. С внешней стороны глаза реснички делаю немного длиннее и затем двигаюсь к внутреннему углу глаза. Здесь реснички будут покороче. Все реснички немного разной длины. Берем нить коричневого цвета и отделяем 3 тоненькие ниточки. Будем вышивать брови. Расстояние от верхней границы глаза до брови 2 ряда столбиков. Начинаю вышивать, немного отступив от внутреннего уголка глаза. Вышиваю петельками. В конце делаю обычный стежок. Возвращаю иглу в начало брови над бровью и вышиваю еще один ряд. Сначала также вышиваю петельками. До конца брови не вышиваю. Остановилась где-то на середине и делаю обычный стежок. Глаз готов. Второй вышиваем также. Единственное отличие в том, что блик белого цвета смотрит не во внутреннюю сторону глаза, а во внешнюю. 2 блика располагаются с одинаковой стороны. Глаза готовы.